Куда мы приехали? Это Панин паб. Панин паб. В Лос-Анджелесе есть Панин паб. Мы приехали к нему в гости. Возможно, мы сегодня же встретимся еще и с Максом Покровским и с группой «Ногу свело». Добрый вечер, ваши хати. Привет, привет, привет. Саш, привет. Ну вот, собственно говоря, Где мы сегодня? мы в Что за паб? пабе Кейсис. Это Очень старый английский паб. И... Если вы наберете в Гугле самый лучший паб в Лос-Анджелесе, именно ирландский, Я не знаю, сам это точно ирландский. найдет. Ирландский паб. Ну для меня что Ирландия, что Англия, да простят меня великобританцы, что шотландцы, для меня все одинаково. Я не знаю, насколько он самый лучший, Но но я по знаю, Гуглу что он сам один из первый. самых старых. 69-й год, 69-й. Ну, короче, мои друзья выкупили этот паб. Кстати, друзья, это тоже иммигранты русскоговорящие, между прочим. Ну, они, как сказать, Они 25 лет назад, по-моему, приехали сюда. Сколько лет мы общались с ними? в общем, они выкупили этот паб. И, естественно, он остался ирландским. Естественно, здесь много ирландцев. Сейчас День Святого Патрика будет несколько дней. Но у нас здесь очень много русских мероприятий. И сегодня мы с вами все это увидим. Будет Максим Покровский. Вот, собственно Знаете, говоря, первый раз я узнал, группа «Ногу что свело». «Ногу свело» поют на английском языке. Вот посмотрите, сзади у нас есть афиша. И она на английском языке. Сегодня специально Макс приехал на 2 дня раньше своего концерта для понедельник русскоязычных. выступает для Он русских. выступает для русскоязычного, ну, для украинцев, для русских 18-го. Он выступает 18-го в 9 часов вечера. Он будет проводить не просто концерт, а будет квартирник. То есть мы... А прям здесь же будет. Да, вот прям инструменты Слушай, не здесь будут... прям так уютненько для Инструменты не квартирника. будут уходить отсюда. Но Макс приехал на 2 дня специально раньше для того, чтобы обкатать свою чисто английскую Он первый раз программу. поет на английском языке? Он специально программу новую сделал. То есть это впервые в Штатах «Ногу свело» поет на английском языке. Да. Поэтому осталось чуть-чуть, и мы увидим Максима Покровского. Крутяк. Привет, это компания TeachBK. Мы помогаем при иммиграции в США. Будь то визы, будь то бизнес-иммиграция, будь то политическое убежище, если у вас есть на это основания. Если вы рассчитываете на политическое убежище, то мы с вас свяжем непосредственно с адвокатами в Соединенных Штатах Америки. Это лицензированный специалист, который занимается политубежищем. Если вас нужно связать с бизнес-иммиграцией, да, то у нас есть специалисты, адвокаты, которые занимаются бизнес-иммиграцией, и мы также поможем вам решить ту или иную проблему. У нас непосредственно есть лицензированные адвокаты в Соединенных Штатах Америки. У нас есть специалисты, которые работают по поездкам в Мексику. Да, у нас есть свое турагентство. У нас также есть специалисты, которые помогут вам в адаптации уже на территории Соединенных Штатов Америки. Говоря про туры. Это туры, официальные туры в Мексику с полным пакетом документов от нашего турагентства, которые значительно снижают риск разворота с мексиканской стороны. Одной из наших сильных сторон является то, что мы можем вас бесплатно, без всяких программ со звездочками и так далее, направить напрямую к лицензированному иммиграционному адвокату США, который именно с вами тет-а-тет обсудит вашу историю с тем, с чем вы к нему обращаетесь, с тем, что будете обращаться в США в дальнейшем. Ну и, соответственно, если вам нужна вся подробная информация о том, как адаптироваться в Соединенных Штатах, как непосредственно туда переехать и так далее, вы можете обратиться к нам, непосредственно к админам телеграм-чата TeachBK. Нас легко очень найти и проверяйте о том, чтобы мы обязательно были администраторами этого телеграм-канала, потому что очень много мошенников. И мы непосредственно вам сделаем консультацию на базе нашего собственного опыта переезда в Соединенные Штаты Америки. Мы расскажем, каким специалистам лучше обращаться, каким лучше не обращаться, да, чтобы получить качественный материал непосредственно для вас
самих же. А вы можете общаться в нашем телеграм-чате THBK непосредственно с теми же людьми, которые также переезжают в Соединенные Штаты Америки, потому что каждый второй человек, который проживает в США, знает наш телеграм-чат, и за это им огромное спасибо. Ну и как нас найти? Это на самом деле все очень просто. Зайдите в телеграм-чат THBK, найдите админов, их всего 2, я и Андрей Бурцев, да, и вы непосредственно пишите нам, и мы вам поможем всем тем профилям возможностей, которые есть у THBK на сегодняшний день. Ну и, конечно же, пользуйтесь нашими и Telegram, и YouTube каналами, потому что у нас куча проверенной информации, которая не то что проверена нами лично, она проверена непосредственно лицензированными адвокатами в Соединенных Штатах Америки. И мы, как правило, выпускаем самый важный и самый качественный контент. Поэтому подписывайтесь на Telegram и на YouTube канал THBK, мы рады работать для вас. Света маловато, как всегда. Слушай, У вас все такая хорошо, но у камерная. нас с вами постоянная борьба со светом. Свет — это больная тема. Еще свет и звук. Но то, что тот звук был такой прям, мягко говоря, не очень. Леш, 2 месяца назад мы с тобой встречались... 3, наверное, уже. 3 месяца? Как быстро летит время. Мы точно встречались в Сан-Хосе, когда вы мне привозили машину, чуть, да? В то время это получается ноябрь. Блин, Это уже не 3. Обалдеть. Мы писали в ноябре. Ну, слушай, с того момента ты перебрался в Л.А. Из Да. маленького Сан-Хосе, как маленького относительно, перебрался в Л.А. Как у тебя здесь идут дела? Потому что я вижу тебя в Инстаграме просто везде, респираторы. Там, тут и там, везде Слушай, я мелькаешь. не могу сейчас делиться всеми тайнами, потому что, ну, не надо, потому что, знаешь, Нет, много слушай, аудитория доброжелателей. смотрит на тебя, они же знают. Я всё. говорю, все хорошо. Все хорошо, я не голодаю, мне есть чем заниматься. Не загнивает. Не загниваю, не жалуюсь. Сейчас получу разрешение официальное на работу. Будем делать спектакль. Мы его уже, Тоже в Лос-Анджелесе? уже делаем. Просто играть будем вот на широкого зрителя только после того, как получим вот бумажное разрешение на работу. Слушай, Мне а- одобрили визу талантов. Я уже должен вот скоро получить грин-карту. Все так быстро. Все очень быстро. Завертелось. Скажи мне, а И вот кино планируется, и театр планируется, и много-много. Сейчас мне есть чем заняться. Я еще говорю, мне есть на что жить, а мне есть чем заниматься. У нас много русскоязычных мероприятий. Это больше для души. Это... слушай, а вот скажи мне, вот ты был в Испании, правильно, до этого? Да. Вот Испания и Америка. Вот как тебе движуха, вот именно вайб городской, где лучше? Ну, не знаю, мне, наверное, было в Нью-Йорке лучше. Нью-Йорк? Нью-Йорк все-таки это Нью-Йорк. Слушай, я в Лос-Анджелес Нью-Йорке... это такая же Испания, только чуть побольше. Побыстрее. Ну, слушай, я в Нью-Йорк как-то приехал, вот мы на Рождество там гоняли, но вот на недельку хорошо. а Я дальше- москвич, я вырос в этом. Ну, я тоже вырос в Москве. Ты, сколько лет? 10 я там был в Москве? Ну так это же зависит не от того, не от города, это зависит от того, что как ты в этом городе живешь. Понимаешь, когда у тебя есть какие-то репетиции, съемки, потом ты можешь поехать в какие-то творческие там, арт-объект галереи художественные, когда у тебя происходит такая жизнь, когда ты постоянно на каком-то таком вот, как сказать, творческо-духовном подъеме, то тебе хорошо везде жить. Слушай, а ты говоришь про кино. Будет какое-то кино Будет. именно здесь? Я не буду сейчас сливать все карты. Скажи, Я говорю, что это да, кино будет. с американскими актерами или С русскими, американскими, украинскими, и будут американские звезды, и русские звезды. И кино будет делать американское продакшн. То есть вы понимаете, да, что вот в Лос-Анджелесе, там, где есть аллея звезд, скоро появится еще одна такая звезда? Вряд ли она появится Ну там. ладно, слушай, ну давай, надо же надеяться на это. Кино будет на разных языках. То есть, если это человек, ну, как Тарантино любит. Если человек говорит на своем оригинальном языке на французском, он говорит на французском, снизу идут титры. Если в кино будет персонажа 2, русский и украинец, естественно, куда И без один из них. них ты. Я подумаю, кого мне сыграть, русского или украинца. Ну слушай, надо голосование. За кого? Ну, естественно, русские и украинцы говорят на одном языке. На украинском они говорят реже. Поэтому... Ну, сейчас украинский язык у Украины на первом месте. Так что я думаю, что... Украинский язык. Я много с украинцами провел за последнее время, с начала войны. Те украинцы, которые говорили в своей обычной жизни раньше на украинском, они говорят.
А те, кто говорил на русском, они так и говорят на русском. И между собой, и с русскими. Они вынуждены некоторые песни переделывать, молодые исполнители, потому что их могут немножко за это так Смотря где петь, получается. пожурить. А когда приезжают, вот стол украинский у нас в Испании, Торревехе, 8 девчонок, все собираются, все галдят, все на русском языке. Ну, главное, что друг друга понимают. Да, я про кино сейчас заговорил, поэтому, естественно, ну, может, и на украинском что-то. Да какая разница? Немец будет говорить на немецком, будет связующее звено, которое будет как-то их так объединять. Режиссер Не хочу американский говорить. или режиссер... Я не с другой хочу стороны? говорить, кто будет режиссер. Смотри, какая интрига ждет. Надеюсь, что если Выдерживает. это будет тот режиссер, которого мы хотим, он будет с американским паспортом. Класс. Ну, в любом случае, ждем. Ну, он говорит на Леша русском. ждет, и мы ждем. И он сейчас снял одно очень известное кино, которое в России очень сильно обсуждается. Можем задать вопрос и объявить викторину. Как вы думаете, о каком американском режиссере мы говорим, который снял одну из самых громких фильмов за последнее время в России, которые набросились пропагандисты? Короче, И который сейчас находится в Лос-Анджелесе. да, он здесь живет и Я, родился. кажется, знаю. Поэтому нет, если он согласится, если было бы классно. Поэтому давайте отвечайте на вопросы. Все, я пошел встречать Покровского. Спасибо. Ребята, вот пока в Российской Федерации почему-то наших актеров, групп, рокеров запрещают, говорят о том, что они иноагенты, пытаются их экономически задавить и так далее. В Соединенных Штатах, в той же самой вражеской стране, которая так ненавидит власть Российской Федерации, почему-то они играют спокойно, в лучших клубах, собирают огромные залы американцев и собирают новых почитателей. И никто их не запрещает. Понимая, что это русские ребята из России и русские артисты. И никто их не тормозит. Удивительно, почему в родной стране их зажимают, а в вражеской дают им полный карт-бланш.